Хуситы наносят ракетный удар по кораблям в Красном море. Нефть снова растет. Китай за один месяц скупил рекордные 20 тонн золота, а базовая инфляция в США замедлилась до минимума за последние 5 лет. При всем этом мы наблюдаем снижение безработицы, но нужно понимать, что на самом деле это не так хорошо, как может показаться при первом приближении. Меня зовут Василий Белокрылецкий, и это еженедельный срез рынков от мультифэмили офиса Abeta Capital. Сегодня мы обсудим главные новости прошедшей недели, а также расскажем, на что мы делаем ставку в наших инвестиционных портфелях. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, нужно ли сокращать позиции в акциях, когда рынок опять находится вблизи своих исторических максимумов. Поехали! И начнем с ситуации на Ближнем Востоке. Прямых ударов США и Ирана на этой неделе мы не наблюдали, но Тегеран ужесточил требования на переговорах, и, похоже, он тянет время до конца президентского срока Трампа. Тот, в свою очередь, заявил, что США ведут переговоры в полсилы, потому что у них есть возможность просто сидеть и наблюдать за ухудшением иранской экономики. Также Трамп в очередной раз обмолвился, что США якобы контролируют Ормузский пролив, хотя реальный объем судоходства остается крайне низким. Параллельно с этим хуситы атаковали саудитов, а 11 августа нанесли ракетный удар по коммерческому судну в Баб-эль-Мандебском проливе. Риски блокировки Красного моря и потери до 5% мировых поставок нефти снова становятся нашей с вами суровой реальностью. Ну и, соответственно, на этом фоне котировки нефти опять пошли в рост и доходили вплоть до $90 за баррель. А теперь посмотрим на макроконтекст несколько шире. 12 августа мы получили свежие данные по индексу потребительских цен США за июль. Базовая инфляция, так называемый Core CPI, замедлилась до 2,5% в годовом выражении. Это минимум с 2021 года, и это несмотря на рост цен на топливо. Более того, экономисты пересмотрели вниз оценку Core PCE. Это ключевой индикатор инфляции для ФРС с 0,26% до 0,23% месяц к месяцу, что соответствует росту почти на 3,3% в годовом выражении. Цифры слегка умерили опасения рынка. Ожидания по росту процентной ставки США на горизонте 12 месяцев снизились с 47 до 35 базисных пунктов. Но давайте взглянем на данные по рынку труда. Рост рабочих мест оказался заметно хуже прогнозов, а формальное снижение безработицы произошло не из-за сильного найма, а потому что часть людей просто бросила поиски, и теперь они не участвуют в этой статистике. Что вообще все это значит для частного инвестора? Признаков резкого ухудшения в экономике мы не видим. Индексы деловой активности PMI и в промышленности, и в услугах остаются выше 50 пунктов. А JP Morgan даже поднял прогноз по ВВП США в третьем квартале до 2,5%. В целом макрофон остается достаточно благоприятным для акций, а если рынок труда продолжит слабеть, ФРС будет просто вынуждена смягчать свою риторику, что опять же позитивно. И вот как это отразилось на облигациях. Доходности десятилетних казначейских бондов торгуются в очень узком диапазоне уже третью неделю подряд, от 4,6 до 4,7%. Ожидания более мягкой риторики со стороны ФРС после данных по инфляции полностью были перекрыты ростом нефтяных котировок. Премия по доходности в корпоративных облигациях инвестиционного рейтинга несколько выросла, но она, опять же, остается крайне низкой, и возникает масса вопросов, а нужно ли вообще инвестировать в корпоративные облигации с учетом потенциальных рисков от расширения этих спредов. Мы сохраняем крайне осторожный взгляд на облигации и, естественно, не торопимся с покупками. У доходности сохраняется потенциал роста из-за крайне хрупкой ситуации на Ближнем Востоке и из-за неопределенности вокруг ФРС. Переходим к рынку акций. Индекс S&P 500 за неделю прибавил больше процента и в очередной раз обновил свой исторический максимум. С одной стороны, на рынок давят геополитика, высокие доходности облигаций и крайне низкая торговая активность. С другой стороны, индекс удерживает крайне сильную отчетность компании. Сильный импульс для рынка придали финансовые показатели трех игроков в инфраструктуре. Первое – это компания CoreWeave.
NeoCloud Provider. Их отчетность превзошла ожидания всех аналитиков, и их бэклог заказов вырос на 246% год к году до 104 миллиардов долларов. И это без учета 25 миллиардов долларов новых контрактов, которые были подписаны уже в текущем квартале, соответственно, они не попали в отчетность. Аналогично отчитался их конкурент компания Nebius, бывший Яндекс. Также отчиталась компания Supermicro, это поставщик серверов. Отчитался он лучше прогнозов и в очередной раз доказал запредельный спрос на ИИ сервера. Акции всех трех компаний прибавили более 20% на отчетности, а Nebius в течение 2 дней вырастал более чем на 40%. То есть все это в очередной раз доказывает, что тезис на ИИ-инфраструктуру, он сохраняется. То есть по факту есть спрос, он просто колоссальный, и можно смотреть как на чипы, так и на клауд-компании. Коротко про золото. Металл продолжил свое восходящее движение. Драйверами стали мягкая макростатистика, закрытие коротких позиций, притоки в западные ETF и, конечно же, закупки центробанков. Свежие данные показывают, Народный банк Китая в июле приобрел порядка 20 тонн золота. Это крупнейшее месячное увеличение с октября 2023 года. Мы же сохраняем позитивный взгляд и удерживаем полную экспозицию в золоте, ожидая продолжения ралли. Подытожим, мы сохраняем крайне оптимистичный взгляд на рынок акций. Здесь мы имеем весьма прочный фундамент за счет сильной экономики и роста прибыли компании. Мы удерживаем экспозицию на ИИ через чипы и крупнейшие облачные компании, но мы обязательно балансируем эту ставку циклическими секторами, а также рынками за пределами США. При этом прямо сейчас мы держим повышенную долю именно в защитных секторах. Это здравоохранение, товары первичной необходимости и коммунальные услуги. Делаем мы это для хеджирования рисков слабой и волатильной сезонности августа и сентября. До конца года мы видим два катализатора, которые могут придать новый импульс для роста рынка. Это потенциальная деэскалация на Ближнем Востоке и, конечно же, это смягчение риторики Федеральной резервной системы США. Ну и, конечно, традиционная сильная сезонность четвертого квартала. Нам было бы интересно узнать, как вы проходите сезонную турбулентность августа. Может быть, вы наращиваете кэш или сидите в защитных секторах, а может быть и вовсе докупаете просевшие бумаги. Обязательно напишите в комментариях, мы с большим удовольствием с вами подискутируем. А скачать полный еженедельный отчет вы можете по ссылке в описании. И не забывайте подписываться на наш YouTube и Telegram каналы. До встречи через неделю.